Всем привет! Хочу сразу предупредить, что сегодня самый скучный выпуск Режика. Еще 3 года назад никаким Режиком-то я вовсе и не был. Работал журналистишкой, которому буквально осточертела его работа. Начальники самодуры, цензура, постоянные ночевки в офисе. Доколе. И я даже представить себе не мог, что спустя совершенно короткое время я сниму свой самый первый фильм, попаду с ним на кинофестиваль и даже получу приз. И сейчас я расскажу, как это со мной приключилось. Ты одна здесь? Прикройся давай. Такая маленькая чем занимается. Иначе опять наручниками пристегну, ясно? Блядина. Чти, мой хороший. Раздеваемся. Кстати, вот он, этот приз, всего лишь кусок картона, горький фест, так что забудем, двигаемся дальше. Сразу предупрежу, что в этом выпуске я уж точно не хочу умничать. Кто я такой? Снял какой-то там свой первый короткий метр, буду рассказывать, как снимать кино? Нет. Но как новичку мне абсолютно понятно, как сложно начинать, как ты цепляешься за каждую деталь, за каждую информацию, за каждую подробность. Поэтому, если бы тогда мне попался такой видос, я был бы очень счастлив. Я не знаю, как стать великим Режиком, но я точно знаю, как снять свой первый фильм. Тишина, не скрипим. Начали. Совет номер 1. Возьмите газовый ключ и убейте себя, потому что у вас точно ничего не получится. Шутка, конечно, этот ключ не обычный, а киношный. Magic. Но об этом я расскажу позже. В кино и сериалах спойлеры это зашквар, но вот прям сразу вам такой самый главный совет этого выпуска, как снять свой первый фильм. Записывайте. Просто берете, мать его, и снимаете свой первый фильм. Все. Поздравляю всех. По себе знаю, что режиссеры самые сомневающиеся, самые мучающиеся существа на свете. А вдруг у меня не получится? Я еще не совсем готов, мне надо еще поучиться. А может быть мне позвонят и пригласит какой-нибудь Спилберг что-нибудь снимать. Вот этого ничего не будет на самом деле. Если ты будешь постоянно сомневаться, то ты и будешь все время сидеть на жопе на диване. Тут стоит обнаглеть, включить формат самозванца, но даже Озону, Тарковскому, фон Триеру, Альмодовару, Герману, старшему, младшему когда-то пришлось снять свой первый фильм. Кстати, о смелости и наглости. Главную роль в фильме «Гекка» исполнила очень известная актриса Таисия Вилкова. Она звезда сериалов «Форца», «Девчонки», всех фильмов про Гоголя. И снялась в этом фильме она совершенно бесплатно. Скандалы, интриги, расследования, шок-сенсация. Скачать бесплатно без СМС. Мы дома у Таисии Вилковой. Эксклюзивчик полный. Ну, здрасте. Привет. Я Вилкова. Это мой главный косяк. За столько времени так и не выучить правильное ударение. Мне ужасно повезло, что мне удалось поработать с такой актрисой. Мы не только сработались, но и, мне кажется, сдружились. Да, так и есть. Первый вопрос очень простой, очень понятный. Как ты, известная актриса, вписалась в эту авантюру? Ну, начнем с того, что сценарий к твоему фильму написал мой любимейший драматург Андрей Иванов. Андрей написал пьесу с училища, в постановке по которой я сыграла. Это один из моих любимых спектаклей. Поэтому, когда я узнала, что это пишет он, как-то у меня уже вопросов почти не осталось. То есть сценарий для актрисы играет большую роль? Для меня лично решающую. Понятно, что есть другие моменты. Вдруг ты бы оказался бездарным режиссером. Ну, ты, слава богу, не оказался. Только талантом, только талантом. Иногда и никаких денег не надо. Можно же и на iPhone снять. Вот мнение актрисы известной, так что мотаем на ус. Материал. Вот действительно во что стоит вкладываться. Не секрет, что даже звезды Голливуда, Мэрил Стрип, Уильям Дефо, Джеймс Франко, они снимаются у дебютантов в некоммерческих картинах за очень-очень скромные гонорары, а то и бесплатно. И все в один голос говорят только одну причину – сценарий. Все-таки талантливые актеры – люди очень увлеченные, и им тоже надоедает сниматься в попсовых, таких успешных фильмах, где приходится играть шаблонные свои персонажи. И когда им предлагают сценарий, в котором есть что сыграть по-новому, интересно и как-то по-другому для себя, они часто соглашаются. Так что предложи звезде роль мечты, и, возможно, ты получишь эту звезду. Бояться не надо, потому что даже если вы самозванец, надо просто переть напролом. Надо лбом эти стены разбивать, и на самом деле только наглостью и смелостью можно взять, можно вообще уговорить и Ингеборгу Дапкунайте сниматься.
Если ты, точно знаешь, что ты хочешь, ты веришь в себя, ты веришь в свой сценарий, веришь в свой фильм. Вообще, я люблю дебютантов, потому что это свежак. Этим все подпитываются, как правило, наоборот. То есть это большое счастье работать с начинающими. Другой вопрос, что иногда они просто творят полную херню. По тому, как мы с тобой разговаривали, и по тому, что я тебе знала, было понятно, что ты не просто там какой-то... Мой дебютный короткометражный фильм называется «Гекка». Это очень трудная эмоциональная история о дружбе ящерицы по имени Гекка и похищенной девушки по имени Алиса. К сожалению, это реальная история. Прототипа Алисы, Альбину, я встретил на трассе Елабуга-Ижевск, когда снимал серию документальных передач о проститутках в России. Дело в том, что Альбину, еще будучи, когда она была девочкой, вывезли обманом из родного села в большой город, бросили в криминальный бордель, где заставили ее работать. Конечно, ее потом с ОМОНом через несколько месяцев вызволили, то есть родители ее нашли, вызволили ее из этого ада. Но меня поразило то, что спустя некоторое количество лет она вернулась в эту древнейшую профессию, потому что все-таки эта трагедия, она ее сломала и не позволила найти себя в этой жизни. Это знакомство меня очень поразило, я долго о нем думал, и из этой истории и родился синопсис «Гекка». Так вот, мне кажется, что самое правильное — снимать кино не на какие-то там хайповые темы, которые точно зайдут, или которые очень удобно и аккуратно можно снять, а именно о том, что тебя по-настоящему волнует и выбивает из колеи. У тебя проблемы с отцом, у вас страшный конфликт. Снимая об этом. Ты пережил потерю, трагедию. Подумай, как можно сублимировать это в кино. Ты влюблен? Снимай о любви. Тут очень важно, мне кажется, не идти от головы, а точно идти от сердца. И тогда даже не самый технически совершенный фильм будет смотреть как минимум интересно. Потому что это будет и про тебя, и еще про тех людей, которые окажутся в зрительном зале или перед экранами своих компьютеров. Если кто-нибудь попробует рыпнуться, получит от меня штраф. Лично. И по хребту. А ты сидишь со своей жабой, или как там ее? Иначе опять наручниками пристегну, ясно? Можете со мной не соглашаться, но мой категоричный ответ – нет. В последнее время в России появилось огромное количество киношкол коммерческих, и, на мой взгляд, все-таки это бизнес, и их главная задача – это собирать с вас деньги. Когда я решил снять свой первый фильм, я погуглил, посмотрел и выбрал киношколу Александра Миты. Ну а что, мне его кино очень нравится, чего стоит советский блокбастер «Экипаж». Мужчина, ну сделайте же что-нибудь! Но я точно зря потратил время и точно зря потратил свои деньги. Александр Наумович прекрасно рассказывает о кино, но организаторы школы сделали с ним только одну встречу, а дальше была серия скучнейших лекций в формате «Капитан Очевидность». Крупный надо снимать крупнее, а общий пообщай немного. Актеры должны играть. Нет, друзья, по-моему, я зря потратил свои деньги и свое время. Штука, которая мне максимально помогла тогда, это старые добрые книжки. Ребята, литературы о кино и о режиссуре существует огромное количество. От Тарковского до Роднянского. И у того же, кстати, Александра Наумовича Миты есть прекрасная книга «Кино между адом и раем», которая очень прочищает мозг на тему структуры кино, на тему структуры сценария, и она очень-очень полезна. Из этой книжки я узнал гораздо больше, чем из этих курсов. На первом этапе вы точно сами сможете освоить очень много информации о монтаже, о том, как поставить свет, о том, какие бывают кадры, о том, что такое звук. Нужно только уметь искать эту информацию. А самое главное, смотрите очень-очень-очень много кино. И вот эта насмотренность, она мне действительно очень помогла. Окей, есть сценарий, есть звезда, и ты даже обнаглел и разрешил себе таким быть самозванцем, режиссером, который точно уверен, что может снять кино. Но денег нет, команды нет, и держаться нету больше сил. Ты думаешь, ты один-единственный такой энтузиаст, который готов ночами работать, ходить, уговаривать, упрашивать? Наверняка существует молодой оператор, который только закончил операторские курсы, например, и мечтает снять свой первый фильм. Наверняка существует какой-нибудь художник-постановщик, который уже запарился клепать однотипные сериалы и проклинает свою жизнь и просто мечтает о том, чтобы попался какой-нибудь молодой талантливый энтузиаст, который предложит интересную задачу. Вот когда я готовился к съемкам «Гекка», я сказал себе, что я, сколько бы это ни заняло времени, обязательно соберу команду мечтателей, энтузиастов, киношников, которых не нужно будет заставлять работать, потому что они мне сами будут звонить и говорить: я придумал это, я придумал это. Я познакомился с оператором Никитой, который мечтал попридумывать какие-то технические решения для съемок, ему было это интересно. Например, когда мы снимали вот эту пробежку,
очень красивый кадр, я считаю. А Никита снимал его из инвалидного кресла, для того, чтобы движение получилось плавным, а ракурс был немножечко снизу. Помню, когда мы снимали эту сцену, а кто-то проходил мимо и сказал: боги, у них оператор-то инвалид. Художницам Даше и Свете по кайфу было родить, придумать самый настоящий мир криминального борделя. Нам знакомые отдали абсолютно пустую такую бабушкину квартиру. И Даша со Светой просто с нуля создали там бордель. Натащили каких-то старых вещей, каких-то максимально пошлых пальм и жалюзи с закатом. В общем, они оторвались по полной, получили удовольствие от съемок, и точно им нравится результат. Ты охуел, что ли? Давайте снимем. Художник по гриму Наташа, она вот мечтала попробовать как-нибудь поработать с кровью, ссадинами, драками. Ей очень понравилось, что в Геккос все это есть, можно все попробовать. Например, вот в этой сцене, где Алиса бьет охранника криминального борделя газовым ключом по голове, актер зажимал в кулаке губку, пропитанную кровью, и в момент удара вдавливал ее в кожу, и кровь растекалась. Это вот придумка Наташи. Или, например, вот, я обещал рассказать про газовый ключ. Наш любимый Женя Севзин в единственном экземпляре, поэтому мы не могли рисковать. И девчонки придумали следующий вариант. Они взяли настоящий газовый ключ, залили его гипсом, создали такую форму, а дальше наполнили его силиконом, который высох. И вот так у нас получился абсолютно такой гутоперчивый газовый ключ, который при ударах не наносит никаких травм. Было очень много дублей, мы все сняли, и все было очень круто. Мотивация продюсера Насти. Она мечтала снимать настоящее фестивальное кино. И вот, наконец-то у нее это получилось, и она теперь ездит по фестивалям с фильмом «Гек», ходит по красным дорожкам, пьет на фуршетах, и я уверен, что получает истинное удовольствие, получая на сцене призы. Для съемок финала фильма мне потребовался целый класс, потому что действие происходит на выпускном. Я обнаглел, пошел на показ в Щепкинское театральное училище к целому курсу, познакомился с ребятами, предложил им такое кино, и они согласились, спасибо им большое. В общем, нашлись те, кто за энтузиазм, за кино, за искусство, согласились даже поработать вот кинохлопушкой. Например, наша звезда интернетов Ирина Шихман, поскольку она не знала, что сделать, чем помочь, в кино она никогда не работала, просто пришла и помыла в статусе международной интернет-ютуб-звезды, помыла полы, включая туалет, она отдраила все, и мы были ей тоже за это очень благодарны. Кстати, о смелости. Она ведь известно города берет. Вот давайте не будем цензорами сами себе. Вот, по крайней мере, я так сам себе сказал. Можно или нельзя говорить на эту тему? Стоит ли откровенно показывать жестокость? Стоит ли материться в кадре? Это всегда можно подрезать на монтаже. Тебе всегда может кто-то сказать со стороны, что, чувак, это перебор, и ты крепко должен об этом подумать. Но сам ты себя не ограничивай. Я обнаглел и предложил Таисии снимать по-настоящему жесткое, с обнаженкой, с сексом и насилием. Для того, чтобы потом нагляднее, четче, контрастнее показать, из какого ада она выбралась, показать ее спасение, чтобы зритель понимал, что это не просто девочка, которая не хотела чего-то, а девочка, которая зацепилась за единственную ниточку жизни и смогла ее выдернуть. Все спрашивают у тебя про обнаженку, насколько тяжело было раздеться в кадре и как бы довериться человеку. Одно дело довериться там Федору Бондарчуку, да, условно, а другое дело человеку, может, он просто извращенец и хочет посмотреть на твои прелести. Ну, это вообще моя карма. Это меня преследует постоянно, в каждом фильме всем надо обязательно раздеть меня. Я раньше вообще к этому так относилась, что надо дублеров, это все нельзя. А потом как-то я поняла для себя, что это, в принципе, это просто инструмент, который тоже нужен, как какая-то краска и режиссеру, и тебе. Там, где не обнаженка ради обнаженки, а если это в каком-то художественном контексте, это важная деталь, и это нужно. К этому просто надо спокойно относиться. Но я вот так и отношусь, собственно говоря, поэтому я на это пошла, потому что я не придаю этому какое-то большое значение. Это мое тело. Оно вот у меня есть. Оно у меня есть точно так же, как мое лицо, как мои волосы, как моя рука, как моя нога. Точно так же у меня есть там попа, грудь и так далее. Я не особо просто еще стеснительная, то есть я как-то там первый раз, когда со мной это произошло, я была в зажиме, понятно, а потом как-то это уже, ты девственность эту потерял, и уже как-то тебе, ты начинаешь как-то к этому спокойно относиться. Главное, чего я боялся на съемках Гекка, чего я не делал до этого никогда, это работа с актерами. У нее преждевременные, сохранять невозможно. Что с ней? Она рожает. Привезли в ближайшую больницу.
Родовую. В плохом состоянии, ребенок еще хуже. Срок маленький. Я иду с вами. На каком основании? И тут мне помогли мои знакомые актеры, и боги-боги, опять тот же самый совет. Ничего не бойся и просто работай. Когда зритель смотрит на то, что происходит на экране, он либо верит, либо нет. Тут все просто, тут как бы по Станиславскому. Зритель никогда не узнает, как именно ты добился того, чтобы актер делал то или то, плакал, злился, ругался, дрался и так далее. И делайте как можете, делайте тем способом, который вам удобен. У тебя вообще есть рецепт, ты понимаешь, когда вот этот режиссер хороший, я это вижу, как ты это видишь, а вот этот вот плохой. Да, я не знаю, честно говоря, как это объяснить. Вот плохой делает так, а хороший вот так. Ну, то есть ты либо ему доверяешь, либо нет. Когда ты сам там что-то мнешься, что-то ты, ой, я не знаю, так, а может так, или вот так, а вы как хотите, или там, а вы как думаете. Сразу ты что-то, думаешь, он, походу, не понимает, что хочет-то. А когда у человека есть стержень, короче говоря, яйца, тогда тебя все начинают уважать, тебе начинают подчиняться. Есть режиссеры, которые там говорят: заплачь. Заплачь. Давай, заплачь. А хороший режиссер будет говорить не заплачь, а там, что происходит с героем здесь, что у него там рушится судьба, о чем он думает, в каком он состоянии и так далее. И из этого всего уже в кадре тогда у артиста, если он там, у него все работает и все на своих местах, у него рождаются эти слезы. Был очень интересный момент на съемках, когда мы снимали школьников, которые все-таки ребята не самые опытные, тогда еще были, сейчас они, конечно, уже выпускаются и крутые, но, в общем, когда мы снимали, например, сцену на баскетбольной площадке, ребята, мягко скажем, переигрывали, потому что у них театральное существование, Щепкинское театральное училище — это традиции малого театра, где нужно выйти на сцену и заявить о себе, поэтому в кино так делать нельзя. Так вот, мы придумали с оператором и звукорежиссером систему тайных знаков, когда поняли, что ребята не очень справляются. Дубль. Я говорю, играем в баскетбол, веселимся, вот, значит, ребята делают селфи, выпускники, классно-классно. После чего я говорю, прекрасно, давайте еще потупите, повеселитесь на площадке. Вот, и пока они это делали, я показывал оператору и звукорежиссеру тайный знак, и они включали камеру и следили за ними. И там были по-настоящему яркие, живые эмоции, которые, собственно, и вошли в фильм. Он выиграл меня, прикинь. Так что все способы хороши. Знаете, есть такая знаменитая картинка с кругами: быстро, качественно, дешево. Так вот, если вы не можете позволить себе снять дорого и криво, делайте это долго, то есть спокойно, размеренно, готовьтесь. Лучшие режиссеры мира, от Хичкока до Тарантино, главным этапом производства кино называют предпродакшн. Андрей Звягинцев, например, он настоящий художник, очень подробно рисует каждый кадр, то есть он полностью рисует свое кино, прежде чем выйти в съемки. Арин Эклер и вовсе говорил о том, что мой фильм-то уже готов, осталось только его снять. Например, для своего фильма «Гекко» я сделал 2 типа раскадровок. Сначала я все придумал на бумаге, каждый кадр подробно карандашом нарисовал. В принципе, это и был фильм с тем количеством шотов, то есть кадриков, которые, в общем-то, в монтаже и останутся. А потом с Никитой мы сняли как бы предверсию фильма на такую маленькую бытовую камеру, то есть со статистами. Мы сыграли каждую сцену, сняли каждый кадр, каждый перефокус, каждый расфокус сделали. Так вот, при съемках второй раскадровки выяснилось, что половина моих фантазий, которые были сделаны карандашом, они просто не работают в физическом мире, и это было очень полезно. То же самое касается работы продюсера. Если правильно, грамотно составить сценарий, то есть разбить правильно сцены и снимать то, что происходит на кухне в первый день компактно, все, что в спальне снимать, несмотря на то, что в фильме это вот так располагается, снимать в другой день компактно и свести все графики, то можно потратить минимальное количество денег, потому что в кино переработки это всегда очень и очень дорого. Наверное, я еще очень долго мог бы рассказывать о том, как рождался фильм «Гекко», о том вообще, как снять свой самый первый фильм, но самый первый совет, который был в начале, он все еще остается актуальным. Просто берите и снимайте. К сожалению, никто за вас этого не сделает, но это и круто, потому что, на мой взгляд, первый фильм — это и есть ваша самая главная киношкола, в которую стоит вкладываться временем, деньгами и усилиями. Конечно, я подстелил соломку, конечно, я поготовился, конечно, я сделал большой предпродакшн и все проработал, но никогда невозможно быть по-настоящему готовым к съемкам, и все свои главные шишки я набил на съемочной площадке. Но
Это и круто, потому что этому не научат ни в одном вузе. Удивительный эффект, когда кино по-настоящему рождается, а рождается оно, кстати, в монтаже, об этом как-нибудь я расскажу позже, и происходит первый показ. Дальше этот фильм уже тебе не принадлежит, и очень интересно наблюдать за тем, как он, за его судьбой, как он существует, как на него реагируют зрители. Ты ведь ничего уже изменить не сможешь, ты сделал все, что мог. В общем, ничего, не бойтесь, включайте режим самозванца, включайте режим наглеца, включайте режим профессионала, притворяйтесь им, и все обязательно получится. И обязательно думайте над сценарием, вкладывайтесь в сценарий, потому что если у тебя есть крутая история, ее можно в конце концов снять и на мобильный телефон, и люди будут плакать. А можно замутить высокотехнологичное, супербюджетное, навороченное, классное, компьютеризированное дерьмище. Поэтому как-то так.